Всем привет, друзья! Это город Самарканд. Сегодня 21 сентября. Иду на базар за покупками. Всех зрителей канала прошу подписаться, потому что многие смотрят без подписки. И обязательно прожать колокольчик, чтобы получать своевременно все новости о канале. Я иду по улице Рудаки, это бывшая улица Титова. И через дорогу на той стороне можете видеть железнодорожный базар. На канале много обзоров с этого базара. Сегодня большого обзора не будет. Купим продукты и будем готовить какой-нибудь рецепт. Напишите, нравятся ли вам такие влоги. Для разнообразия контента хочу попробовать приготовить какой-нибудь рецепт. Если понравится, то будем продолжать такие влоги. Сейчас посмотрите, какая торговля на базаре. Суббота, народу много. Здесь ярмарка. Мы идем к мясному ларьку. Нужно будет купить говядины. Сейчас посмотрим, какие цены. А потом вернемся и купим овощи. Так, вот наш магазин. И мой мясник здесь как раз. Мы обычно привыкли здесь брать. Уже много лет покупаем в этом магазине мясо. Салам алейкум. У вас света нет, что ли, сегодня? Мякоть в какую цену? 110 тысяч. А с косточкой? 95. Мне мякоть дадите, как обычно. Купили вот такой кусочек мяса. А теперь идем дальше за овощами. Здесь как раз болгарский перец. Так. В какую цену перец? Да. По 5, да? А огурцы в какую цену? 2 кило 5, это 2 кило 15. Капуста в какую цену? 4? А болгарский? 5. Угу. Чеснок почем? Чеснок не чпы? 35 kilosu mu? Бодрингlerçe? 70. Чеснок 35 тысяч за килограмм, огурцы 7 тысяч за килограмм. Так, здесь то же самое. А это уже ряды с фруктами. Друзья, подошла к прилавку с зеленью. Здесь беру кинзу, укроп и зеленый лук. А также пару чесночков беру. Такой или обычный? А цены какие, скажите? Такой цена. Полевые. Цена одинаковая. Полевые которые? Огородные. Полевые огородные? Подождите. Полевые и тепличные. Грунтовые и Тепличные. тепличные. Мне грунтовые нужны. Вот эти, да? Орзу это сорт? Арзу. Давайте. Килограммчик достаточно. Друзья, купила болгарский перец, красный, зеленый. Болгарский у нас по 5 тысяч за килограмм и капуста 3 тысячи за килограмм. Так, мои пакеты. Сейчас рассчитаемся и побежим дальше. Проходила мимо малины, не могла с вами не поделиться. Это малина наша местная, самаркандская. За килограмм 55 тысяч сум. Сегодня 21 сентября. Вот такие цены на сегодня. Еще купила помидорок. Осталось купить репчатый лук. И продолжение ролика уже дома. Я вернулась с базара и хочу показать вам, что я сегодня купила. Набор продуктов у меня небольшой, но тем не менее, может быть, кому-то будет интересно. Лук репчатый за килограмм 3000 сум. Мясо. У нас сегодня говядина,
110 тысяч за килограмм мякоти, а мясо на косточке 95 тысяч сум. Набор зелени разный, 4 пучка на 10 тысяч сум. Также чеснок за килограмм 35 тысяч сум. Огурцы сорта Орзу 7 тысяч сум за килограмм. Болгарский перец разный, красный, зеленый, 5 тысяч сум за килограмм. Тыква 4 тысячи сум за килограмм. Капуста 3 тысячи сум за килограмм. Также помидоры 5 тысяч сум за килограмм. Курсы валют я оставлю в закрепленном комментарии. И в удобной валюте вы для себя переведете в рубли, в доллары или в евро. Очистила овощи, чтобы не занимать долго ваше время. Здесь у нас капуста, тыква, разная зелень, помидорки, зубчики чеснока, болгарский, картошка, лук, курдюк, мясо и специи. Я думаю, что всем понятно из такого набора продуктов. Мы сегодня будем готовить домляму. Для начала мы поделим мясо. Мясо у нас свежее. Я его промыла. Мясо можете нарезать произвольно, по желанию, кому как удобно. Я делю вот на такие куски. Также можете использовать любое другое мясо, к примеру, баранину. Но баранины сегодня у меня нет, поэтому рецепт из говядины. Перед готовкой мясо нужно обязательно посолить, потому что у нас мясо свежее, только что с базара. Некоторые добавляют соль во время приготовления, а я перед готовкой. Итак, приступим. Для начала разогреваем наш казан и вливаем небольшое количество масла. Будем готовить на небольшом количестве масла, потому что в домляму мы еще добавим курдюк. Узбекская кухня очень богатая и очень много разных рецептов. Я не кулинарный блогер, я просто делюсь своими рецептами, так как готовлю я. Я не утверждаю, что это рецепт самый правильный или готовьте именно так, как я. Просто, может быть, кому-то понравится и кто-то захочет приготовить так же. Масло уже разогрелось. Добавим мясо. И обжарим. Мясо продолжает обжариваться, а мы тем временем порежем репчатый лук полукольцами. Отправляем наш лук, перемешиваем и продолжаем жарить все вместе. Далее берем пару зубчиков чеснока, мелко-мелко его нарезаем, измельчаем и отправляем тоже к мясу. Пару зубчиков это для того, чтобы при жарке мясо и чеснок обжарились и будет очень вкусный, ароматный запах. Остальной чеснок мы добавим позже. Блюдо должно быть не только вкусным, но и красивым. Для этого я использую рифленый нож и нарезаю нашу морковку, чтобы она красиво смотрелась в готовом блюде. Тоже все это отправляем к мясу
Мясо продолжает жариться, а мы добавим томат. Томат у меня домашний. Готовлю я его сама. Кто подписан на телеграм-канал, знает, что я недавно закатывала томат. Рецепт очень легкий и простой. Также продолжаем жарить. Совсем небольшое количество томата, потому что мы еще добавим помидорки. Это так, немного для цвета. Пришло время порезать курдюк на небольшие пластины. Много добавлять не буду. Сама я его не ем, но для вкуса. Укладываем наш курдюк. Курдюк можете не добавлять. Все по желанию. Опять же повторяюсь, это готовлю я для своей семьи, так мы привыкли. Добавляю немного зиры, чуть-чуть совсем, и присаливаю. Мясо жарится, а мы поделим капусту. Убираем почерышку. Делим нашу капусту на большие части. На этом этапе можно убавить газ. Укладываем капусту. Не бойтесь, все сварится. Может, кто-то сейчас напишет в комментариях, а почему такими крупными кусками? Нет, это нормально. Для дымламы все приготовится. Перцы тоже делим на части, сильно не измельчаем, потому что это дымлама, она будет томиться. И чтобы не разварилось, такие, ну, каждый может по желанию. Я готовлю именно так. Все укладываем. Очень яркое блюдо получится, сочное. На этом этапе также вы можете добавить остальные зубчики чеснока. Их уже можно просто нарезать, не измельчать. И по желанию можете даже целиком добавить. Чеснок придает аромат. В сочетании с зирой, со всеми овощами будет очень вкусно. И снова применяем рифленый нож для красоты. Теперь это у нас уже идет картошка. Картошку тоже делим на части, чтобы не очень мелко, чтобы все в нашем блюде осталось целым, не разварилось и не развалилось. Укладываем в казан. По вкусу можете добавить чили, перчик. Это, конечно, уже по желанию. Далее у нас идет тыква. Обратите внимание, что тыква у нас тоже крупными кусочками. Это такой продукт, что тоже быстро разваривается, чтобы она осталась целой. Такие крупные кусочки. Дальше у нас идут помидорки. Тоже целиком. Вот такое яркое, сочное блюдо у нас получается. Осталось только добавить зиру.
и присолить. Хочу обратить ваше внимание, воду мы не добавляем, потому что овощи отдадут свой сок, и все будет томиться в своем соку. Накрываем крышку и оставляем. Домлама будет готовиться приблизительно в течение часа, ну плюс-минус где-то 5 минут. Вы будете ориентироваться на готовность овощей. Домлама готовится приблизительно в течение получаса. Давайте откроем, покажу, как это все выглядит. Вот, все бурлит. Видите, помидорки немного полопались, отдали свой сок. Все овощи болгарские, капуста, все томится в собственном соку. Аромат здесь стоит, конечно, не передать. Пока наше блюдо томится, давайте приготовим салат из овощей. Здесь у меня огурчики, розовые помидоры и разная зелень. Для начала очистим огурцы. Напишите в комментариях, интересны ли вам такие влоги, такие выпуски о готовке, или же вы привыкли смотреть больше о путешествиях. Если вам нравятся такие рецепты, пошаговые рецепты, то я могу иногда делиться по возможности, конечно. На канале есть и подписчицы женщины, женская половина зрителей. Думаю, многим будет интересны рецепты, а также мужской половине, тем, кто любит готовить. Оставьте комментарии. И я буду смотреть по отзывам. Если вам нравится, то постараюсь иногда разнообразить свой контент и выпускать такие ролики с рецептами. Огурчики очистила, а теперь давайте порежем на кольца. По желанию, как хотите, можете нарезать в длину или кольца, полукольца. Вариантов очень много. Это самый обыкновенный рецепт салата. Еще раз хочу повторить, для тех зрителей, кто не подписан на канал, подписывайтесь и обязательно прожмите колокольчик, чтобы получать все новости и уведомления о новых выпусках или о прямых трансляциях на канале. Тоненько нарезаем. Ну, у каждой хозяйки свой рецепт. Можно еще добавить репчатый лук, но я добавлять не буду, потому что у меня зеленый лук. Также кинза, укроп. Еще хотелось напомнить, что зелень также вы можете добавить в казан при приготовлении домлямы. Зелень в казан я добавлять не стала. Хочу украсить готовые блюда при подаче. Это у нас зеленый лук. Мелко-мелко накрошен в салат. Также по желанию вы можете его порезать вот так перьями. Но сегодня решила так измельчить. Отправляем лук в салат. И продолжаем нарезать зелень. Небольшое количество оставим для домлямы, а остальное отправим в салат. Напишите в комментариях, как вы готовите домляму, какие у вас есть рецепты. Вообще рецептов очень много, друзья. Это всего лишь один из видов. Я также готовлю весеннюю домламу из молодой картошки, капусты. Когда весной появляются самые первые свежие овощи, это весенняя домлама. Осенняя домлама у меня тоже несколько видов. Иногда готовлю с добавлением айвы.
Сейчас, наверное, многие удивятся, как можно в мясное блюдо добавлять айву. Да, я добавляю айву и в домламу, и в плов. Это придает необычный вкус. Как-нибудь будет возможность, я приготовлю домламу с айвой. Но когда я готовлю домламу с айвой, в основном использую мясо баранину. Напишите, какие у вас рецепты, друзья. Салат готов. Осталось немножко присолить и перемешать. Вот такая красота получается. Что салат, что домлама. Очень яркие краски, ароматные, от зелени, от овощей, от чеснока. Салат разложим по салатникам. Вот такая красота получилась. Домлама готова. Давайте набирать ее в тарелку. Посмотрите, все сохранилось целым. Ничего у нас не развалилось, не распалось. Картошка, помидорки. Еще картошка. Это болгарский перец, как я и говорила, чтобы он оставался целым. Я делила его на крупные части, не измельчила. Он не потерял свою форму. Также достанем чили, перчик, чтобы он у нас не лопнул. Помидорка. Очень красивое и яркое блюдо. Так, теперь у нас пришла очередь капусты. Капуста тоже, видите, целиком. Крупные части сохранились. Также выкладываем курдюк. Он также не потерял свою форму и сохранился. Продолжаем выкладывать капусту. И на самом дне у нас мясо. Также у нас морковка. Вы можете подать отдельно в касушке бульончик. Это сок овощей, который выделился при томлении, тушении. Очень вкусный бульон, ароматный, золотистый. Друзья, вот такое красивое и вкусное блюдо у меня получилось. Давайте украсим рубленой зеленью. Так выглядит готовая домляма к подаче, украшенная зеленью. Ароматный золотистый бульончик. Овощи в нашем блюде сохранились все целыми. Ничего у нас не развалилось, не распалось. Также салатик овощной. Жду обратную связь. Оставляйте свои комментарии. Понравился ли вам мой рецепт? Делитесь своими рецептами, как вы готовите домляму, какие еще рецепты вы знаете. Ну и если понравился вам этот выпуск в таком формате, обязательно оставьте свой отзыв. Если вам понравилось это блюдо, готовьте по моему рецепту. Он очень легкий и доступный. Я вам показала абсолютно все пошагово. Ну, на этом, думаю, будем завершать сегодняшний выпуск. Всем пока и до следующих встреч. Точно знаю, что вы скажете, что я не продегустировала. Вот, тыква, посмотрите.
готово. Это картошка. А мясо получилось очень мягким и разваливается вот так на волокна.